Овсянка. Скромная крупа, которую мы привыкли видеть в утренней тарелке. Но за ее простотой скрывается удивительная история растения, которое веками помогало людям выживать, восстанавливаться, становиться сильнее и здоровее. Овес не был создан для роскоши. Он был создан для жизни. И, возможно, именно поэтому его польза настолько глубока. Много тысяч лет назад овес считался сорняком. Его не понимали, не ценили и не выделяли среди других злаков. Но северные народы одними из первых открыли его секрет. Они заметили, что овсяная каша не просто утоляет голод. Она согревает тело, дает выносливость, укрепляет иммунитет и помогает преодолевать холодные зимы без тяжелых последствий для здоровья. У древних германцев была поговорка: «Кто ест овес, того не сломит холод». Воины кельтских племен перед походами варили густую овсяную похлебку, считая ее пищей силы. Шотландцы даже связывали овес с удачей в путешествиях, потому что те, кто ел его регулярно, реже болели и легче переносили тяжелые дороги. Так овес получил свою первую славу – славу защитника и помощника человека. Сегодня мы понимаем, что древние были правы. С научной точки зрения овсянка – один из самых сбалансированных натуральных продуктов. Она содержит редкие бета-глюканы, растворимую клетчатку, которая образует мягкий гель в кишечнике. Этот гель словно выметает лишний холестерин, помогает стабилизировать уровень сахара и создает чувство насыщения, которое держится долго. Благодаря этому люди меньше едят вредного, реже испытывают тягу к сладкому и лучше контролируют вес. Овес богат витаминами B1, B3, B5, B6 веществами, которые поддерживают работу мозга и нервной системы. Недостаток этих витаминов приводит к раздражительности, усталости и снижению внимания. Не случайно многие замечают, после тарелки овсянки утром появляется не только сытость, но и удивительное спокойствие, словно организм получает то, что давно ждал. В овсянке много магния, минерала, который регулирует мышечный тонус и работу сердца. Есть железо, цинк, калий, кальций, фосфор, целая коллекция необходимых элементов. Но главное, овес содержит авинантромиды. Эти редкие антиоксиданты практически не встречаются в других продуктах. Они уменьшают воспаление в сосудах, улучшают кровообращение и защищают сердце. Благодаря им овсянка стала одним из самых рекомендуемых продуктов при повышенном холестерине и сердечно-сосудистых рисках. Но овсянка полезна не только для сердца. Она творит чудеса с кишечником. Мягкая клетчатка помогает восстановить микрофлору, снимает раздражение, улучшает усвоение питательных веществ. Люди, которые начинают есть овсянку хотя бы несколько раз в неделю, замечают, улучшается пищеварение, исчезает чувство тяжести, появляется легкость. Ведь кишечник – это фундамент иммунитета, и когда он работает правильно, организм сопротивляется болезням гораздо лучше. Интересно, что овсянка напрямую влияет на красоту кожи. Благодаря витаминам и антиоксидантам она уменьшает воспаление, улучшает кровоснабжение и замедляет старение клеток. Не случайно овсяные маски и отвары использовали еще в древности, и они остаются популярны до сих пор. Но чтобы овсянка действительно приносила пользу, важно правильно ее выбирать. Самый полезный вариант – цельный овес и овсяная крупа. Они готовятся дольше, но сохраняют почти все природные вещества. Геркулес, хлопья среднего помола, тоже хороший вариант. В нем все еще много клетчатки и минералов. А вот моментальная овсянка часто содержит сахар, ароматизаторы и практически лишена той самой пользы, которая делает овес уникальным. Это уже скорее удобная еда, чем полезная. Есть и другой интересный продукт – овсяные отруби. Это чистая клетчатка, почти концентрат бета-глюканов. Они отлично подходят для очищения организма и для людей, которые хотят улучшить работу кишечника. Но, как и любая пища, овсянка требует меры. Не стоит есть ее ежедневно на воде без добавок, это может снижать усвоение кальция. Лучше сочетать ее с фруктами, орехами, ягодами, медом или йогуртом. Такие комбинации дают организму намного больше пользы, чем просто пустая каша.
Важно помнить и о разнообразии. Чередование овсянки с гречкой, перловкой или рисом делает питание более полным и природным. Есть и противопоказания. Людям с чувствительностью к глютену нужен овес с пометкой «gluten-free», потому что обычный овес может быть загрязнен следами других злаков. А тем, кто следит за уровнем сахара, необходимо избегать сладких овсяных смесей. И все же, несмотря на нюансы, овсянка остается одним из самых надежных продуктов для здоровья. Она не требует сложных рецептов, не нуждается в редких ингредиентах. Она просто есть, теплая, мягкая, питательная. И каждый раз напоминает нам, что забота о себе может быть удивительно простой. Сегодня, когда люди живут в постоянной спешке и стрессах, овсянка становится маленьким утренним ритуалом спокойствия. Она согревает, насыщает, возвращает ощущение равновесия. Это как тихая пауза среди шума мира, момент, когда тело и разум получают то, что им так нужно. Может быть, именно в таких простых продуктах и скрыта мудрость природы. Не в экзотических суперфудах, не в дорогих добавках, а в обычной овсянке, которую ели наши предки, которую едим мы и которую будут есть наши дети. Овсянка не обещает чудес. Она просто работает. Каждый день, медленно, надежно и честно. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком и подпиской. Впереди вас ждут новые удивительные истории о растениях, фруктах, травах и дарах природы. Спасибо, что были с нами.